Всем привет! Сегодня мы посмотрим, от чего ему, как сказать, от чего у него душу рвет в отношении тебя. И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Обязательно заходите в телеграм-канал, ссылка в описании, в закрепленном комментарии. Он в свободном доступе, можете зайти и, и все. Давайте начнем наш расклад. Единичка. Первый у нас вопрос — это сигнификация. Что сейчас между вами? А пропасть между вами, причем большая. Я объясню все, смотри. Ты в жизни всего добилась. Ну, не всего, но очень многого. Работа есть, деньги есть, квартира своя есть. Ты, как говорится, независимая и самостоятельная успешная женщина. А он, знаешь, это все видит и чувствует себя рядом с тобой слишком мелким и слишком незначительным. То есть ты живешь вот в мире, как сказать, достижений и побед. Рассказываешь ему там про работу, про свои проекты, про то, как там сколько заработала в этом месяце. Показываешь сумочки, свои платьишки, то есть то, что ты себе можешь позволить. Планами делишься, там, как будешь дом обустраивать и так далее. А он это все слушает вот прям с замиранием сердца. И знаешь, вот больше всего, чего его пугает? То, что ты ни в чем не нуждаешься. У тебя есть все, что нужно для счастливой жизни. Если нет, то ты это сделаешь. То есть ты не ждешь принца на белом коне, который все твои проблемы решит. Ты сама себе и принц, и конь, и замок. А он не понимает, зачем ты тогда с ним общаешься, понимаешь? Он постоянно сравнивает себя с тобой и проигрывает. Ты покупаешь себе вещи там дорогие, а он считает каждую копейку. Ты там ездишь в отпуск, а он экономит, даже мороженку не купит. Ты там ремонт планируешь, а он снимает свою однушку. И вот эта разница в возможностях, она давит на него каждый день. Что именно его душу терзает? И знаешь, он влюбился в тебя как в школьник. Вот это его рвет душу. Он чувствует себя вот мальчишкой, который влюбился, мальчишка-пятиклассник влюбился в одиннадцатиклассницу. Не по возрасту, а по мозгам, понимаешь? У него внутри живет вот этот романтичный подросток, который мечтает о прекрасной принцессе. И ты для него вот как раз эта самая принцесса. Недоступная, идеальная, прекрасная, а он свинопас. Но одновременно он и понимает, что его чувства, они, наивные. Он создал в голове образ тебя, который не соответствует реальности. В его фантазиях ты нежная, беззащитная, пукаешь бабочками, которая, не нуждается вот в защите его. Понимаешь? И ты реально сильная, которая давно сама себя, как говорится, защищает, и не даешь ему повода защитить тебя. И его мучает то, что он живет иллюзиями про ваши отношения. Он там представляет, как вы будете вместе ужин готовить, фильмы в обнимочку смотреть, планы на будущее строить. Но потом он вспоминает, что у тебя своя жизнь, свои интересы, там, круг общения свой. И ему там может просто, не найтись места. И вот самое страшное для него — это понимание, что ты можешь жить без него спокойно. То есть ты не звонишь ему каждый день, не требуешь постоянного внимания, сцены ревности не устраиваешь. Ты ведешь себя как пират, да, как независимая женщина, а не как влюбленная девочка. И это его пугает больше всего на свете, понимаешь? Что делать, совет? Дать ему роль в твоем будущем.
То есть перестань рассказывать вот только о своих планах и начни говорить о ваших общих. Там не говори там «я хочу поехать в отпуск», да, а мы могли бы съездить куда-то. Не «я думаю сделать ремонт», да, а вот «а что ты думаешь о вот этом вот ремонте, планировке и так далее». Покажи ему, что он нужен тебе не как спонсор, а как партнер. Понимаешь? И используй свою силу правильно. Ты сильна. Ты цели добиваться умеешь. Знаешь, как решать проблемы любые. Влиять на все ты можешь. Направь вот эти способности на ваши отношения. Создай условия, в которых он почувствует себя нужным, в которых важным почувствует. Там попроси его розетку тебе починить. Понимаешь? То есть сыграй вот эту, как сказать, девочку, которой нужна помощь. И, знаешь, от него свою успешность скрывать не нужно, но и не выпячивай ее. Рассказывай о работе, но интересуйся и его делами, понимаешь? Покупай себе, что хочешь, но иногда позволяй ему тебя угостить. Понимаешь? Планируй свое будущее, но обязательно вот его мнением поинтересуйся. Покажи ему, что ты не конкурент, что ты союзник. И самое важное, дай ему понять, что при всей вот этой твоей независимости тебе все-таки нужна мужская поддержка. Не финансовая, эмоциональная. Что ты можешь, как сказать, можешь розетку починить, да, образно говоря, но тебе приятно, когда он починит. Вот примерно это образно я имею в виду. Тогда он перестанет терзаться и начнет действовать. Тут все просто. Давай перейдем ко второму варианту. Двоечка. Первый вопрос у нас сигнификация, чтобы понять, это тебе расклад или нет. И обязательно подпишись на канал, чтобы меня не потерять среди вот этой тьмы всяких роликов. Но подписывайся, если тебе реально нравится. Мой расклад я имею в виду. Между вами сейчас застой полный, а тут даже говорить нечего. Он, знаешь, он завис и не может понять, что с вами происходит. Ты для него загадка, но он не может разгадать тебя уже несколько месяцев. И это превращается вот, как сказать, вот, уже не в игру, а в какое-то интеллектуальное шоу. Он не знает, любишь ты его или просто с ним дружишь. Он не понимает, нужны ли ему эти отношения, тебе нужны ли эти отношения. Понимаешь? Этот мужик, он застрял в ожидании. Он ждет от тебя какого-нибудь там знака, сигнала, подмигни ему, что ты готова быть с ним по-настоящему. Но ты что делаешь? Ты себя двусмысленно ведешь. Что он, знаешь, он просто не понимает твоих намерений сейчас. То ты нежная, ласковая, то холодная, отстраненная, то в гости его приглашаешь, то пропадаешь на неделю. И он боится сделать решительный шаг хоть какой-нибудь. Думает, что, знаешь, если предложит тебе отношения, официальные, да, то ты, как говорится, испугаешься и убежишь. Если признается в чувствах, то разрушит дружбу та, которая есть у вас сейчас. Поэтому он просто висит в неопределенности и мучается. И он, знаешь, он каждый день принимает одно и то же решение. Подождать еще немного. Думает, что там завтра ты станешь более открытой, и послезавтра он наконец-то поймет твои чувства к нему. Но, как говорится, время идет, а ничего не меняется. Вы так и болтаетесь в этой подвешенной ситуации. Ни вперед, ни назад. Что именно терзает его душу в отношении тебя? Знаешь, что он вынужден уходить от прошлого, но при этом он теряет то, что было дорого. То есть у него была другая женщина до тебя, и это уж не секрет для тебя. У него были серьезные отношения, планы на будущее, может, даже свадьба планировалась.
Но он встретил тебя и понял, что он не может больше притворяться, что он любит немножко ту. Сейчас он, знаешь, он разбирается сейчас с последствиями вот этого разрыва. Или имущество делает, или там объясняется. То есть он сейчас переживает вину за то, что разрушил те отношения. А все потому, что влюбился в тебя. Вот у него, знаешь, он как... Я забыл, когда двоих можно любить, как это называется. Полигамный или... Я вот забыл это слово. Ну, ты поняла. И теперь он не знает, стоило ли ты вот этих всех жертв, потому что и загадки ему не очень-то нравятся. И он потерял очень многое ради тебя. Потерял стабильность, уверенность в завтрашнем дне, близких людей, поддержку. Его родители, они до сих пор не могут понять, зачем он ушел от хорошей девушки. Друзья его дураком считают. А ты даже не знаешь, через что он прошел ради того, чтобы с тобой быть. И самое плохое, он, знаешь, он не уверен, что ты этого заслуживаешь. Он иногда вот такой смотрит на тебя и думает, а стоит ли вот эта женщина всех моих потерь? Действительно ли она там лучше той, от которой я ушел? Потому что заигралась ты в загадки. Понимаешь? И пока он ответа на этот вопрос не получит, он будет мучиться каждый день, душу себе рвать. Потому что цена, которую он заплатил за тебя, она слишком высокая оказалась. А он погряз в загадках. Что делать? Ну, что делать? Прими тот факт, что у вас сложный период в жизни. Он, знаешь, он не может дать тебе столько внимания, ресурсов, сколько тебе хотелось бы. У него проблемы и с деньгами из-за того разрыва, и с жильем проблемы, и эмоционально он нестабилен. Ты должна это понимать и не требовать от него невозможного. Но при этом тебе нужно завершить вот эту неопределенность. Хватит держать его в этих загадках, в этом подвешенном состоянии. И либо ты готова строить с ним серьезные отношения, либо отпускай его искать счастье с кем-то другим. Он уже принес тебе жертву, понимаешь? Не мучай его неизвестностью. Если действительно он тебе нужен, ты его любишь, то покажи это делами. Поддержи его в трудный период. Помоги справиться с проблемами, но не деньгами, а поддержкой, то есть опорой ему стань. Докажи, что он не зря пошел на такие жертвы ради тебя. То есть, знаешь, стань той женщиной, ради которой стоило разрушить прошлую жизнь. Если же ты не готова к серьезным отношениям, то честно ему об этом скажи. Не держи его около себя просто потому, что тебе приятно мужское внимание. Он уже достаточно натерпелся. Дай ему возможность начать новую жизнь без тебя, если ты не планируешь стать частью этой жизни. Вот сегодня, именно сегодня, не завтра, не послезавтра, сегодня время решать, хватит ли вот эту, хватит ли неопределенности вот этой и загадок. Подписывайся обязательно на канал, жмякни на колокольчик, и давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, напомню, подпишись на канал, чтобы меня не потерять, если тебе расклад нравится. Первый вопрос у нас, что сейчас между вами сигнификация? Чуть слово сигнификации не забыл. Между вами сейчас мечта о тебе. По-другому, как ты скажешь? Он, знаешь, он создал в голове идеальный образ вашей пары. И живет теперь вот этой фантазией. То есть в его воображении вы уже семья, вы не парень, девушка, мужчина, женщина. Нет, вы уже семья.
Он с работы приходит, ты его дом встречаешь, вместе ужинаете, там фильмы смотрите, планируете отпуск. То есть он мечтает о вот этом будущем, которое хочет с тобой построить. Понимаешь? И этот мужчина, он верит в вас больше, чем ты сама. Когда ты говоришь, что у вас там ничего серьезного, нет, вы вместе не живете, то, что ты его встречаешь, это он представляет. Знаешь, вот, как сказать, вот ты его когда отталкиваешь, то он думает, что ты просто боишься признаться в своих чувствах. Когда ты встречу отменяешь, он думает, что ты занята, но скоро ты для него освободишься. То есть он сейчас знаки видит там, где их нет, и очень огромные планы строит на пустом месте, причем без фундамента. Он надеждой живет. Он надеждой живет, что скоро все изменится. Думает, нужно еще немножко подождать, да, и тогда ты поймешь, какой он хороший. Что нужно быть терпеливым, заботливым, и ты сама к нему придешь. И вот он ждет того момента, когда ты скажешь: да, давай-ка мы с тобой вместе будем и давай целоваться до утра. Но знаешь, что самое грустное? Он реальности сейчас не видит. Он не замечает, что ты к нему относишься как к другу, а не как к мужчине. Что ты не планируешь с ним будущее, а просто время приятно проводишь. Он, знаешь, он так увлекся своими мечтами, что перестал замечать твое настоящее отношение к нему. Понимаешь? Понимаешь. Старый хрен сам меня задолбал уже. Я сам себя задолбал вот этим, понимаешь. Понимает она все. Вот она, биполярчик, приперлась. Что терзает его душу? Ну, то, что он вкалывает как проклятый. Но при этом он видит, что, как сказать, видит, что ты готова к отношениям, но, как сказать, вот готова, но не подмигиваешь. Вот я не знаю, как это объяснить. Понимаешь? И сам ты понимаешь, ты меня задрал уже своим, понимаешь. Он сейчас на всем экономит. Он хочет накопить на нормальную жизнь, там, с вами вдвоем, ну, с тобой вдвоем. А ты тем временем там говоришь про будущее свое, хочешь семью, как устала быть одна. Но, и, как сказать, и он понимает, что ты уже в том возрасте, когда уже нужно рожать. Ты не можешь ждать, пока он там разбогатеет, пока он будет готов к отцовству там. То есть биологические часики твои тикают. И он это прекрасно знает. Но он также знает, что не может сейчас дать тебе вот все, что нужно для, как сказать, для семьи. Он видит, как ты там на детей на улице смотришь, как ты малышам под руку умиляешься, как ты грустнеешь, когда кто-то из знакомых беременеет. Ему больно, что он не может сейчас подарить тебе вот это материнство, что из-за него ты теряешь время драгоценное. Поэтому ты его держишь вот в этом, как сказать, во френд-зоне. Ну, в дружеской зоне, кто не знает. И самое мучительное, он сейчас чувствует себя эгоистом. Он, знаешь, он понимает, что держит тебя рядом с собой, хотя не может дать тебе то, что тебе нужно. Понимаешь? Он думает, что было бы честно отпустить тебя к тому, кто готов отцом прямо сейчас стать, и все будет нормально. Но заставить тебя не может сделать это, потому что слишком сильно тебя любит. Что делать? С ним поговори прямо и жестко. По-другому никак не скажешь. Вокруг да около хватит ходить вам. Скажи ему честно, вот либо вы планируете семью, да, в ближайшее время, ну, более-менее нормальные отношения, либо ты уходишь искать того, кто готов. Не давай ему возможности время тянуть и вот эти воздушные замки у себя в голове строить. Покажи ему, что там семейное счастье — это не только деньги. Объясни, что если, конечно, ты готова от него рожать, то скажи: я готова родить ребенка и без вот этой шикарной 15-комнатной квартиры.
без огромного счета в банке. Что там любовь и желание иметь детей у тебя важнее материального благополучия. То есть объясни ему, что можно начать с малого, если он тебе действительно нужен. И дай конкретные сроки. Не когда-нибудь потом, а там через полгода и так далее. Понимаешь? Мужчины лучше, как говорится, мозгами и руками работают, когда у них есть четкие вот эти сроки, дедлайны и цели понятны. Но если ты не готова там к серьезным разговорам, то просто скажи ему, что он не для тебя. Понимаешь? Не тратьте оба на, как сказать, на надежду годы своей жизни. Найди того, кто хочет семью так же сильно, как ты. Кто готов стать отцом не когда там миллиарды накопит, а когда вот встретит женщину своей мечты. Время, оно ж не ждет, и, как говорится, биология не прощает ошибок. Поэтому вам нужно определиться вдвоем. Подписывайся на канал, если ты еще не подписана, приходи в проживание арканов, приходи в закрытые расклады и помни, что дед всегда рядом.